Лед хранит то, что время должно было уничтожить. Шерстистый мамонт, пролежавший в сибирской мерзлоте 28 тысяч лет, сохранил жидкую кровь внутри своего тела. Ученые нашли ее в 2012 году. Армия солдат Первой мировой войны буквально вышла из альпийского ледника спустя 100 лет после гибели, с документами, оружием и личными письмами в карманах. Но самое невероятное не в этом. Лед скрывает не только тела и артефакты, а целые исчезнувшие цивилизации, вирусы возрастом в 30 тысяч лет и секреты, которые ученые до сих пор не решаются огласить публично. 100 находок, которые перевернули представление о том, что вообще может пережить замерзание прямо сейчас. Находка номер 1 пришла не из научной экспедиции. Ее сделал охотник на бивни в Якутии в 2014 году. Под берегом реки Малая Лялинская он нашел торчащий из мерзлоты рыжий мех. Когда палеонтологи добрались до места, они извлекли детеныша шерстистого носорога возрастом 34 тысячи лет. Назвали его Сашей. У него сохранился рог, зубы, все 4 ноги и часть внутренних органов. Анализ содержимого желудка показал последнюю трапезу, луговые травы и мелкие ветки. Это первый детеныш шерстистого носорога, найденный в истории науки с таким уровнем сохранности. В том же регионе, но 2 годами позже, оленеводы наткнулись на нечто, что сначала приняли за камень. Это оказалась голова пещерного льва, животного, вымершего 27 тысяч лет назад. Когда ученые расчистили находку полностью, под мерзлотой оказались 2 детеныша. Их назвали Уян и Дина. Шерсть, усы, подушечки лап – все сохранилось в состоянии, которое специалисты описали словом «безупречное». Размером они были с крупного домашнего кота, хотя взрослые пещерные львы превосходили современных африканских по массе тела. Томография показала, внутренние органы на месте, мозг частично сохранен. В 89-м на Аляске золотодобытчики вскрыли грунт гидравлическим насосом и обнажили целое кладбище. Из стены промоины смотрели черепа бизонов, лошадей и один череп, который никто не мог опознать сразу. Позже установили, это остатки короткомордого медведя, хищника, который был крупнее полярного медведя и мог развивать скорость до 70 км в час. Он вымер 11 тысяч лет назад. Рядом с черепом лежали кости со следами зубов. Этот медведь кого-то ел непосредственно перед гибелью. Но самой резонансной находкой среди древних животных остается мамонт Люба, обнаруженный в 2007 на полуострове Ямал. Оленевод Юрий Худи нашел ее случайно. Туша просто вытаяла из берега реки Юрибей. Люба погибла в возрасте 1 месяца, примерно 42 тысячи лет назад. Это самый полный мамонт из всех когда-либо найденных. В ее трахее и легких обнаружили ил. Она утонула или провалилась в грязь. В кишечнике сохранилось молоко матери. Японские и американские генетики немедленно начали извлекать образцы ДНК для программы клонирования. В норвежском архипелаге Шпицберген в 1996 году геологи описали кости, которые поначалу списали на кита. Это оказался плеозавр, морской хищник мезозойской эры длиной около 15 метров. Он жил 150 миллионов лет назад. Находку назвали чудовищем Шпицбергена. Челюсти этого существа развивали давление в 4 раза больше, чем челюсти тираннозавра. Скелет сохранился на 60%. Достаточно, чтобы восстановить полную анатомию. На севере Канады в 2010-м из тающего ледника вытаял детеныш шерстистого мамонта с сохранившейся кожей на половине тела. Но рядом с ним находилось нечто неожиданное. Кости существа, которое палеонтологи поначалу не смогли классифицировать. После 3 лет анализов установили. Это гигантский бобер, живший перед последним ледниковым максимумом. Длина тела 2,5 метра. Никто не ожидал найти его рядом с мамонтом. Их ареалы обитания считались разными. Лед оказывается точнее любого музея. Он не просто консервирует, он сохраняет последний момент жизни животного в деталях, которые невозможно получить из окаменелостей. 9 сентября 1991 года 2 немецких туристов спускались с перевала Хауслабьёх в Альпах и увидели в талом льду темный силуэт. Они решили, что это погибший альпинист. Когда австрийские власти начали извлекать тело, выяснилось, человек пролежал во льду 5300 лет. Эци, так его назвали, стал самой изученной мумией в истории. На его теле нашли 61 татуировку, нанесенную древесным углем. Одежда состояла из шкур как минимум 5 разных животных. В желудке сохранилась последняя еда: мясо козла, красный олень, пшеница и слива. Но главное открытие сделали позже. В 2001 году томография показала наконечник стрелы в левом плече.
Эци был убит. Стрела попала в артерию, и он умер от потери крови в течение нескольких минут. Его развернули лицом вниз и обыскали. Золотой медный топор, который он нес, остался нетронутым. Это означает, убийца искал что-то конкретное, не ценности. В 2009 в Перу на высоте 6000 метров над уровнем моря из отступающего ледника Килькая вытаяли 2 тела. Мужчина и женщина, захороненные примерно 500 лет назад во времена империи инков. Рядом с ними лежали статуэтки, ткани и керамика. Одежда женщины сохранила цвет – красный и желтый. Анализ волос показал, за несколько месяцев до смерти оба получали повышенные дозы коки и алкоголя. Это ритуал Капакочи. Инки приносили детей и молодых людей в жертву горным богам, вводя их в измененное состояние сознания перед смертью. В 1989 году на леднике театральной в горах Памира советские альпинисты нашли тело женщины в полном альпинистском снаряжении. Установили личность. Людмила Головина, участница экспедиции, пропавшей в 1974-м. Она пролежала во льду 15 лет. Лицо сохранилось настолько хорошо, что коллеги узнали ее без документов. Гренландский лед в 1929 году вернул тела участников датской экспедиции Альфреда Вегенера, того самого ученого, который первым описал теорию движения континентов. Его помощник Расмус Виллумсен и сам Вегенер погибли во время зимнего перехода в 29-м. Вегенера нашли в его спальном мешке. Он был аккуратно завернут и уложен коллегами перед тем, как они ушли за помощью и не вернулись. Виллумсена не нашли до сих пор. Лед не отдал его. В 2017-м швейцарские власти идентифицировали останки, которые ледник Цермат выдавал по частям на протяжении 7 лет. Это были Марчелло и Франческа Андермат, супружеская пара, пропавшая во время похода в 78-м. Сначала вытаял ботинок с костями стопы, через 2 года рюкзак, еще через 3 фрагменты одежды. Ледник двигался со скоростью около 3 метров в год и буквально выдавливал их по частям спустя почти 40 лет. Самая тревожащая находка этой категории. Не одно тело, а целое захоронение, обнаруженное в Антарктиде в 2004 году. Под слоем льда на глубине 3 метров норвежские исследователи нашли деревянный крест и под ним останки 2 человек без какой-либо документации. Анализ показал возраст захоронения, начало 20 века. Рядом не было никаких следов лагеря или экспедиции. Кто эти люди, как они оказались в этой точке и кто их похоронил, неизвестно до сих пор. Под антарктическим льдом на глубине 4 километров скрывается озеро Восток. Жидкая вода, изолированная от остального мира 15 миллионов лет. Советская, а затем российская станция «Восток» бурила лед над ним 20 лет. В 2012 году бур наконец пробил последние метры и достиг поверхности воды. В образцах немедленно обнаружили бактерии. Живые, активные, абсолютно неизвестные науке. Их ДНК совпадала с известными организмами менее чем на 86%. Это означает, перед учеными отдельная ветвь жизни, развивавшаяся в полной изоляции миллионы лет. Полные результаты исследования до сих пор не опубликованы. В 1962 году американский самолет радиолокационной разведки пролетел над Гренландией и зафиксировал под льдом правильные геометрические структуры. Их списали на погрешность оборудования. В 2016-м спутниковое зондирование подтвердило, под 2 километрами льда находится разветвленная сеть туннелей и камер площадью, сопоставимой с территорией Огайо. Датские геологи установили возраст структур, они сформировались до последнего оледенения. Природное или нет, официального ответа нет. В 1998 году норвежский рыболовный траулер поднял со дна Баренцева моря металлический предмет, покрытый льдом и илом. Внутри оказались документы на немецком языке и навигационные карты. Это была часть оборудования немецкой подводной лодки У-376, затонувшей в 1943-м. Но карты содержали пометки о подледных маршрутах вдоль арктического побережья. Маршрутах, которые официально считались непроходимыми для субмарин того времени. Немецкий военно-морской флот использовал Арктику активнее, чем признавалось после войны. На леднике Колумбия в Канаде в 2008-м из-под отступающего льда показалась деревянная конструкция. Дендрохронологический анализ установил возраст дерева – 7000 лет. Это оказались остатки охотничьего лагеря. Заостренные колья, веревки из растительных волокон, фрагменты корзин. 7000 лет назад этот ледник был значительно меньше нынешнего, и люди жили там, где сейчас лед. Находка перевернула представление о климате Голоцена в этом регионе. В 2019-м спутники зафиксировали в Антарктиде аномалию, которую глицологи назвали дырой Уэдделла. Провал во льду площадью 80 тысяч квадратных километров, появившийся и исчезнувший за несколько недель. Такие полыни возникали раньше, но это оказалось крупнейшей за 40 лет наблюдений. Зонды, опущенные в воду через полынью, зафиксировали на глубине 300 метров температуру воды на 2 градуса выше нормы и течение, которое не соответствовало ни одной известной модели океанской циркуляции.
В 2021 году исландские геологи при прокладке геотермальной скважины вскрыли слой льда возрастом около 12 тысяч лет и обнаружили внутри него пузырьки воздуха с концентрацией углекислого газа вдвое превышающей доиндустриальный уровень. По всем климатическим моделям такого не должно было быть. Этот результат противоречит установленной хронологии промышленного влияния на атмосферу и пока не получил общепринятого объяснения. Лед не просто хранит прошлое, он скрывает данные, которые не вписываются в то, что мы считаем известным. В 2018 году якутские пастухи обнаружили в вечной мерзлоте 2 щенков. Им было от 2 до 3 месяцев на момент гибели, и погибли они 18 тысяч лет назад. Шерсть, когти, зубы, носы. Сохранность 100%. Генетический анализ дал неожиданный результат. Один щенок оказался собакой, второй с волком. Они жили в период, когда волк только начинал превращаться в домашнюю собаку. Ученые назвали их Дор и Дав. Это единственные в мире образцы, способные показать точный момент одомашнивания. Но ДНК оказалась настолько сложной, что однозначный ответ не получен до сих пор. В 1977 году советский бульдозер в Магаданской области вскрыл мерзлый грунт и задел что-то твердое. Остановили технику и обнаружили жеребенка. Возраст 42 тысячи лет, порода ленская лошадь, вымершая в конце плейстоцена. Назвали его Дима по имени ближайшего ручья. У жеребенка сохранились грива, хвост копыта и часть внутренних органов. В желудке нашли непереваренное молоко матери. В 2019-м японские ученые извлекли из его мышечной ткани живые клетки и пересадили мышам. Клетки проявили биологическую активность спустя 42 тысячи лет бездействия. На Аляске в 1992 году из оттаивающего берега реки Юкон выпал небольшой пушистый комок. Местный житель принял его за мертвую белку. Биологи установили, это суслик, живший 24 тысячи лет назад в разгар последнего оледенения. Его назвали Спайк. Внутри сохранились семена растений, которые суслик запасал перед зимней спячкой. Из этих семян российские ученые в 2012-м вырастили живые растения смолевки узколистной. Цветы, выращенные из семян возрастом 24 тысячи лет, зацвели в лабораторных условиях. В 2023 году канадские ученые объявили о находке, которую назвали самым сохранившимся динозавром в истории. Нодозавр, извлеченный из канадских сланцев еще в 2011-м, сохранил не только кости, но и окаменевшую кожу с рисунком чешуи и даже пигментацию. Анализ показал, динозавр был окрашен в красновато-коричневый цвет сверху и светлый снизу. Камуфляж, идентичный современным оленям. Это означает, что на нодозавра охотились хищники, атаковавшие сверху. Находка изменила понимание экосистемы мелового периода. В Сибири в 2020 году из протаявшего берега реки Индигирки вытаял медвежонок с открытым ротовым отверстием и полностью сохранившимися зубами. Возраст 22 тысячи лет. Это бурый медведь, но размеры и строение черепа не совпадают ни с одним из известных подвидов. Генетики взяли образцы и установили, перед ними отдельная популяция, не имеющая прямых потомков среди современных медведей. Эта линия полностью исчезла, и о ее существовании не было известно до момента находки. Пещерный лев Симба, так назвали детеныша, найденного в Якутии в 2022-м, стал третьим детенышем этого вида, обнаруженным за 10 лет. Его возраст составил 28 тысяч лет. В отличие от Уяна и Дины, найденных раньше, у Симбы сохранился головной мозг в объеме, достаточном для излечения нейронной ткани. Шведские нейробиологи получили образцы и обнаружили структуры, аналогичные современным кошачьим, но с дополнительными отделами, функция которых неизвестна. Что делали эти отделы мозга – вопрос, на который пока нет ответа. Лед возвращает животных, само существование которых было под вопросом, да, и каждый из них меняет то, что наука считала окончательно установленным. В 2015 году французские вирусологи взяли образцы из сибирской мерзлоты возрастом 30 тысяч лет и оживили вирус. Не метафорически, буквально. Питовирус сибирикум поместили в культуру клеток амебы, и он немедленно начал размножаться. Размер вируса 1,5 микрона – это крупнейший вирус из всех известных, видимый в обычный световой микроскоп. Ученые подчеркнули, этот конкретный вирус поражает только амеб и безопасен для людей. Но в той же мерзлоте могут лежать вирусы, опасные для человека. И таяние вечной мерзлоты происходит прямо сейчас. В 2016-м на Ямале вспышка сибирской язвы убила мальчика и заразила еще 20 человек. Источник – туша оленя, пролежавшая в мерзлоте 75 лет и оттаившая из-за аномальной жары.
В 1999 году при строительстве газопровода в Якутии экскаватор вскрыл слой мерзлоты и обнажил деревянные конструкции правильной формы. Работы остановили. Под землей на глубине 8 метров находилось жилище возрастом около 8 тысяч лет, полуземлянка с остатками очага, костяными инструментами и фрагментами керамики. Но керамика поставила ученых в тупик. Технология ее изготовления соответствует культурам, которые по установленной хронологии появились в этом регионе на 3000 лет позже. Находка до сих пор не получила общепринятого объяснения в академической среде. В Антарктиде в 2018 году геофизики, проводившие радарное зондирование, зафиксировали под льдом на глубине 2 километров структуру размером с Гранд Каньон. Это ударный кратер диаметром 300 километров, один из крупнейших на Земле. Возраст удара не от 800 тысяч до 2,5 миллионов лет. Именно этот период совпадает с началом чередования ледниковых эпох на нашей планете. Часть ученых считает, этот удар мог запустить механизм оледенений, определивший весь последующий климатический цикл Земли. В 2014 году на плато Путарана в Сибири охотник нашел в мерзлоте металлический предмет правильной цилиндрической формы. Анализ показал состав: сплав алюминия с добавками редкоземельных металлов. Возраст вмещающего слоя мерзлоты около 20 тысяч лет. Технология получения алюминия промышленным способом изобретена в 1888. Официальная версия: природное образование или современный мусор, попавший в старый слой при нарушении грунта. Независимые металлурги эту версию оспорили, указав на однородность сплава, невозможную при природном происхождении. Норвежские глициологи в 2021 году на леднике Йостедальсбрейн подняли со льда предметы, которые ледник выдавал на поверхность по мере таяния. За один сезон было собрано более 2000 артефактов: стрелы, лыжи, одежда, инструменты возрастом от 500 до 4000 лет. Среди находок полностью сохранившийся лук со стрелой в боевой готовности, то есть с наложенной тетивой. Возраст лука 3400 лет. Дерево не рассыпалось, тетива сохранила натяжение. Это означает, что человек либо потерял его в спешке, либо был вынужден бросить оружие непосредственно перед гибелью. В 2022 году американские климатологи извлекли ледяной керн из ледника Гулея на тибетском плато. Внутри керна на глубине, соответствующей периоду около 50 тысяч лет назад, обнаружили генетический материал 28 неизвестных вирусов. 4 из них имели отдаленное сходство с известными патогенами, остальные 24 не совпадали ни с одной записью в мировых базах данных. Исследования опубликовали в рецензируемом журнале, после чего несколько ведущих эпидемиологов потребовали немедленного международного моратория на подобные эксперименты. Мораторий так и не был введен. В 1942 году американский военно-транспортный самолет Си-47 с грузом на борту исчез над Гренландией. Его нашли в 1985-м, полностью погребенным под 80 метрами льда. Груз оказался нетронутым, ящики с запчастями, топливные баки и личные вещи экипажа. Но в 1989 году группа энтузиастов извлекла из-подо льда кое-что неожиданное. Один из 6 истребителей сопровождения, Lockheed Lightning R-38, оказался в состоянии, пригодном для восстановления. После 3 лет работ самолет снова поднялся в воздух в 1992-м. Машина, пролежавшая подо льдом 50 лет, летала. В 2018 году таяние ледника Царицын на Кавказе обнажило схрон, о котором не было никаких документальных свидетельств. Внутри каменной кладки, запечатанной льдом, находились золотые монеты скифского периода, 4-3 век до нашей эры, и бронзовые сосуды с остатками органики. Всего 217 монет. Анализ показал: монеты отчеканены в разных мастерских на расстоянии 1000 километров друг от друга. Это не личное состояние. Это торговый капитал, намеренно спрятанный высоко в горах кем-то, кто не вернулся. На норвежском острове Западный Шпицберген в 2014 году из тающей мерзлоты вышел деревянный сундук. Внутри стеклянные бутылки с жидкостью, завернутые в промасленную ткань. Жидкость оказалась норвежским аквавитом, крепким алкоголем. Бутылки датированы примерно 1870 годом. Это запас зимовщиков-охотников, которые либо погибли, либо забыли о схроне. Одну бутылку открыли в контролируемых условиях, содержимое сохранило вкусовые характеристики и крепость. 1,5 века во льду не изменили напиток. В Альпах на леднике Шнюдийох швейцарские пограничники в 1992 году обнаружили металлический контейнер, вытаявший из льда. Внутри банкноты и документы на немецком языке. Документы принадлежали агенту германской разведки, работавшему в нейтральной Швейцарии в 1944-м. Банкноты. Швейцарские франки в сумме, эквивалентной сегодня примерно 200 тысячам евро. Имя агента в документах совпало с именем человека, который, согласно немецким архивам, числился погибшим в 1943-м на Восточном фронте. Как он оказался в Швейцарии годом позже, официального ответа нет. В 2006 году при прокладке новой трассы в канадской провинции Юкон-бульдозер вскрыл мерзлый слой и обнажил деревянные ящики. 18 ящиков, уложенных правильными рядами.
Внутри стеклянные медицинские ампулы, хирургические инструменты и упаковки с медикаментами, часть из которых имела маркировку армии США. Датировка — конец 40-х годов. Это медицинский склад, созданный в период строительства Аляскинского шоссе и намеренно захороненный, но никогда официально не внесенный в реестры военного имущества. Часть медикаментов оказалась полностью пригодной к применению. В Гренландии в 2020 году датские геологи при бурении наткнулись на деревянные конструкции на глубине 6 метров подо льдом. Расчистка показала, это остатки норвежского поселения эпохи викингов, датируемого примерно 1001 годом. Рядом с жилищем находился кованый железный сундук с замком. Внутри стояли несколько десятков костяных пластин с руническими надписями. Рунологи потратили 2 года на расшифровку и установили, пластины содержат навигационное описание маршрутов к западу от Гренландии с конкретными ориентирами. Расстояние и описание берегов соответствуют побережью Северной Америки. Викинги не просто добирались до Америки. Они составляли подробные лоции и прятали их в железных сундуках подо льдом. В 2016 году на Ямале оленеводы обнаружили воронку диаметром 60 метров и глубиной около 50. Таких воронок к тому моменту насчитали уже больше 20 по всей Западной Сибири. Механизм их образования установили быстро. Под мерзлотой скапливается метан, давление нарастает и грунт буквально взрывается изнутри. Но в этой конкретной воронке геологи обнаружили на стенках следы термического воздействия. Температура в момент взрыва достигала нескольких сотен градусов. На дне воронки нашли фрагменты костей крупного животного, разбросанные взрывом. Животное находилось точно над эпицентром в момент взрыва. Что именно там было, идентифицировать не удалось. В 1908 году экспедиция Эрнеста Шеклтона оставила на антарктической базе Кейп-Ройдс запасы провизии и снаряжения. В 2006 новозеландские консерваторы вскрыли один из деревянных ящиков, пролежавших подо льдом почти 100 лет. Внутри находились 25 ящиков шотландского виски и 3 ящика бренди. 3 бутылки извлекли для анализа. Шотландский производитель восстановил рецептуру по образцам и выпустил лимитированную партию, точную копию виски столетней давности. Но помимо алкоголя в том же схроне нашли личный дневник одного из участников экспедиции с записями, которые не вошли ни в один официальный отчет. Содержание дневника не раскрывается. В 1997 году российский атомный ледокол «Арктика» во время планового рейса зафиксировал на эхолоте крупный объект подо льдом на глубине около 40 метров. Объект двигался. Скорость и характер движения не соответствовали ни одному известному виду китообразных. Размер по показаниям эхолота около 35 метров в длину. Через 12 минут объект ушел на глубину и пропал с экрана. Запись эхолота была передана в Институт океанологии. Официального комментария не последовало. В 2012 году американская антарктическая станция МакМердо зафиксировала под шельфовым льдом на глубине 800 метров биологический объект длиной около 2 метров. Камера подледного зонда передала изображение существо с щупальцами и биолюминесцентными органами неизвестной науки. Зонд попытался взять образец, но существо уклонилось и исчезло в темноте. Единственная фотография низкого разрешения была опубликована в отчете Национального научного фонда. Вид так и не был классифицирован. На Аляске в 2019 году таяние прибрежной мерзлоты обнажило берег, где местные жители начали находить кости. Сначала решили, что это кладбище китов, но размер и форма костей не совпадали с китовыми. Палеонтолог из университета Фэрбенкса установил, это остатки левиафана, древнего кита-хищника Левиатан мелвилли, вымершего 12 миллионов лет назад. Длина черепа составляла 3 метра. Зубы самые крупные из всех известных у любого животного в истории Земли, длиной 36 сантиметров каждый. Этот вид охотился на других китов. Находка на Аляске отодвинула северную границу его ареала на 1000 километров от ранее известных мест обнаружения. В 2023 году норвежские водолазы обследовали подводную часть арктического ледника Конгсбрейн и на глубине 22 метров обнаружили в расщелине льда объект искусственного происхождения. Металлический корпус, частично разрушенный, с остатками надписей на русском языке. Это оказалась советская автоматическая подводная станция типа «Алмаз», официально затопленная в Баренцевом море в 79-м для мониторинга подледной обстановки. Расстояние от официального места затопления до точки обнаружения больше 800 километров. Как станция оказалась в леднике, неизвестно. Внутри корпуса сохранились бобины с магнитной лентой. Норвежская сторона передала их России. Содержание записей засекречено. В 2024 году сибирские ученые извлекли из мерзлоты нематоду с микроскопического червя возрастом 46 тысяч лет. Поместили в питательную среду. Через несколько часов червь начал двигаться, затем начал есть, затем начал размножаться. Вид оказался ранее неизвестным науке и получил название Panagrolaimus colimaensis.
Это не первый случай оживления замороженных организмов, но самый древний из подтвержденных. 46 тысяч лет анабиоза и полное восстановление всех функций в течение нескольких часов. Ученые немедленно задались вопросом, если червь пережил 46 тысяч лет, где предел? Ответа нет. В 1991 году на антарктической станции «Восток» советские микробиологи обнаружили в образцах льда возрастом около 300 тысяч лет споры бактерий. Стандартная процедура – автоклавирование образцов перед утилизацией. Один контейнер не прошел обработку по халатности и был помещен в обычный холодильник. Через 2 недели лаборант заметил помутнение питательного бульона в соседних пробирках. Споры вышли из анабиоза через стенки негерметичного контейнера и заразили соседние образцы. Бактерии 300 тысяч лет оказались жизнеспособны при температуре обычного холодильника. Весь блок был изолирован. Штамм получил закрытый статус. В 1998 году американские военные биологи в рамках программы по изучению биологических угроз вскрыли образцы легочной ткани жертв испанского гриппа, захороненных в вечной мерзлоте на Аляске в 1918. Вирус испанки убил от 50 до 100 миллионов человек за 2 года. Из замороженной ткани удалось извлечь полный геном вируса. В 2005 году его полностью реконструировали в лабораторных условиях. Вирус испанского гриппа был буквально воссоздан из нуля. Эксперимент проводился в лаборатории 4-го уровня биологической безопасности в Атланте. Реконструированный вирус оказался в 100 раз смертоноснее современных штаммов гриппа. Часть научного сообщества потребовала немедленного уничтожения образцов. Образцы сохранены. В 2014 году на севере Якутии геологи вскрыли линзу льда возрастом около 3,5 миллионов лет. Это плиоценовый лед. Он образовался еще до появления человека как вида. Внутри линзы находились пузырьки газа и органические включения. Когда образец вскрыли в лабораторных условиях, из пузырьков вышел газ с запахом, который один из лаборантов описал как запах гнили и чего-то живого. Культивирование показало присутствие активных спор неизвестных микроорганизмов. 3 сотрудника лаборатории в течение недели после вскрытия образца обратились к врачу с идентичными симптомами: высокая температура, боль в суставах, временная потеря обоняния. Официальная версия – совпадение и сезонный грипп. Лаборатория была закрыта на карантин на 19 дней. В 2022 году норвежские биологи опубликовали результат, который прошел почти незамеченным на фоне других новостей. Из арктического льда возрастом около 48 тысяч лет они извлекли фрагменты РНК неизвестного вируса. Не ДНК, РНК, которая разрушается значительно быстрее и теоретически не должна была сохраниться. Вирус не удалось реконструировать полностью, но частичный анализ показал, его белковые оболочки имеют структуры, способные связываться с рецепторами клеток млекопитающих. Механизм связывания отличается от всех известных вирусов, но функционален. Это значит, вирус возрастом 48 тысяч лет теоретически способен инфицировать современных животных и людей. Полные данные исследования засекречены по запросу Европейского центра контроля заболеваний. Лед не убивает все, что в него попадает. Он просто останавливает время и ждет момента, когда время снова пойдет. Каждый год вечная мерзлота в Сибири оттаивает в среднем на 25 сантиметров глубже, чем в предыдущем. Это не абстрактная цифра. Это означает, что ежегодно на поверхность выходит слой, который был заморожен тысячи лет назад. То, что лежало на глубине 3 метров в 90-м году, сегодня уже на поверхности. То, что сейчас на глубине 5 метров, выйдет через 20 лет. Антарктический ледяной щит содержит записи атмосферы за последние 800 тысяч лет. Каждый сантиметр Керна, больше это год, десятилетие, эпоха. Ученые умеют читать этот архив. Состав воздуха, температура, вулканические извержения, космические события. Все зафиксировано в слоях льда, точнее любой письменной летописи. В 2023 году группа климатологов объявила о начале бурения в точке, где лед должен хранить записи возрастом 1,5 миллиона лет. Это на 700 тысяч лет глубже всего, что было исследовано прежде. ЭЦИ показал, что 5000 лет назад люди делали татуировки, носили многослойную одежду из разных материалов и были убиты в результате спланированного нападения. Мамонт Люба показал, что 42 тысячи лет назад детеныши мамонтов пили молоко матери такого же состава, как молоко современных слонов. Нематода Panagrolaimus colimaensis показала, что жизнь способна пережить 46 тысяч лет полной остановки и возобновиться за несколько часов. Вирус из тибетского льда показал, что патогены, с которыми человечество никогда не сталкивалось, существуют и ждут. Ни одна из этих находок не была запланирована. Охотник на бивни, оленевод, золотодобытчик с бульдозером, турист
на горном перевале. Все они случайно пересеклись с тем, что лед решил отдать именно в этот момент. Это означает одно: мы не контролируем, что выйдет следующим. Если лед хранит такие неожиданные секреты, то что же еще он может нам показать? Заходите на наш сайт whiteori.com, ведь там тоже много интересных историй, которые точно вас удивят. Ссылка в описании. В 2023 году в Якутии из оттаившего берега реки Баянгазы вышел фрагмент шерсти неизвестного животного длиной около 40 сантиметров. Генетический анализ показал, это не мамонт, не носорог, не какой-либо из известных видов мегафауны плейстоцена. ДНК совпадает с известными млекопитающими примерно на 78%. Возраст образца около 130 тысяч лет. Полный анализ продолжается. Остальная часть тела, если она есть, все еще подо льдом. Лед не врет. Он не интерпретирует, не редактирует и не забывает. Он хранит именно то, что в него попало, в том состоянии, в котором это было. Каждая из 100 находок в этом списке не исключение и не аномалия. Это просто то, что лед решил показать на этот раз. Остальное еще внутри.